I can explain. Хочешь поговорить о вечном хуечном? О бренности бытия? Дед, ты травки пил? Да. Правда, я не понял, зачем ты мои травки спрятал себе под подушку. Но это не важно. Бля. Ну так что? Как насчет беседы о вечном? Деда, понимаешь, это не те... Так и знал, что ты хочешь впитать мудрость веков. Слушай же, отрок... Пиздить катапульты у орков — наша святая задача. И будь добр, запомни это. Это знать надо. Это классика, блядь. Я подсяду. Скверно на тебя травки влияют. Да твою же дурацкую мать! Меня твои истории доебали уже! Сколько можно уже пиздеть? Только лягу отдохнуть! Сразу на все запиздели, твой пиздеж начинается! Можно мне тебе сделать кит от дяди Джеда? Неплохой план. План действительно, да? Охуенный. Будьте бдительны, воины. Кругом пиздец. Мы так и не смогли заключить мир с ночными эльфами, так что нам пришлось продолжать бить им ебальники в знак дружелюбных намерений. Но они нас не понимают. Они даже не могут отличить пиздюль дружбы от пиздыка агрессии. Это просто возмутительно. После этого они зовут нас дикарями? Как с ними вообще дипломатию вести? Вот и я о том же. В тщетных попытках подружиться мы миролюбиво отпиздили уже не один десяток эльфов и зашли вглубь их территории. Здесь им ничего не стоит въебать нас в сраку под сенью вековых деревьев. Звучит необычно, романтично, но как-то не по-пацански. Почти все наши волки после общения с футурологом Медивом решили съебаться, сославшись на то, что они не останутся в этом цирке с Сильваном. Поэтому мы воюем преимущественно пешим строем. И для нас наибольшую опасность представляет вражеская кавалерия. Какая Валерия? Конница, блядь! Если вы столкнетесь с конницей, она вам быстро покажет, кто тут бог войны, а кто крип из Вахи. Все поняли? А теперь пистуйте на вампост служить Орде. Вождь, тревога! На вампост напала вражеская кавалерия! Лок да бля! Быстрее на выручку! Ну и ну! Вас должны бы убить. И как вы смогли отбить атаку кавалерии? Валерии? Конницы! Так это была конница? Они же не на конях, а на пантерах! Сука! О, простите, вождь, не признали. В следующий раз обязательно погибнем. Воистину, тупость — наше главное оружие. Нет, ну это надо, а? Чё орёшь? Я возмущен, морально отягощен, физически истощен и хочу ругаться матом. Ты хочешь, чтобы на твои мученические матершинные вопли угнетенного пролетариата прибежала какая-нибудь местная куколдатая хуйня и откусила тебе анус? Я хочу бухнуть из справедливости. Ну в самом деле, почему эти долбоебы на вельможах не могут поубавить аппетиты? Мы строили замки из камня в Лордероне, там его было завались. Но тут-то... Блядский Калимдор! Кругом леса! Как между ног у Не Джайны. такие густые. Не придирайся к словам. Нет, чтобы жить в деревянных сараях, как бомжи из Орды. Бить кабана палкой, быть счастливыми. Нам подала цивилизацию. Аниме, каменные замки и толчки из мрамора. Ой, завали уже ебало и работай. Еле-еле эту каменюгу нашли. Нам еще и добыть и в лагерь переть. Бля, чел, может пизданем их уже? Погоди еще 5 минуточек. Давненько мне так хорошо жопу не чесали. Ты меня окончательно загзебал! Я исполню 66-й приказ по добровольному принуждению к труду! И что же ты сделаешь? Я тебя уебу! Обидно, но справедливо, как говорят великие. Однако, перед тем, как ты исполнишь свой ёбло-разбивательный долг, ты должен обратить внимание на следующее. Ты оформишь мне пиздюль. Но твоя присяга воина Орды велит тебе защищать таких, как я. Значит, тебе придется оформить пиздюль себе, за то, что ты оформил пиздюль мне. Но не думай, что на этом феерия же подробительно разнузданной со степени своей пиздецовости поебения окончена. Пиздопляска только набирает обороты. Если ты выпишешь пиздюль себе, это будет нападением на представителя закона, и тебе придется сдать себя в гримарский отдел милиции, где тебя посадят в камеру. А потом там тебе дадут еще пиздюлей, потому что стукачество у нас уважают сугубо по контексту. Ну и до кучи. На тебя еще и повесят статью за растрату государственных пиздюлей. Скажи мне, ты точно хочешь раскручивать этот адский маховик опиздюливания? В конечном счете ты ведь получишь куда больше пиздюлей, чем дал мне.
Войска маршала Гарритаса готовятся к атаке. Они хорошо вооружены и, что куда хуже, базированы. Базированный? Базированный на чем? Готовы ли мы противостоять гетеросексуальному натиску? Так точно, ваше гомогейшество. Инженер выстроил первичную линию обороны. Ну, я даже не знаю. Лично я считаю, что башни стоят неправильно. Они начнут обстреливать врага слишком поздно. Считаю, что башен мало. Надо строить дешевле, но больше. Я же считаю, что это вообще бредятина ебаная. Неужели вы всерьез думаете, что они тупо попрут на пролом, как блядские зерги они снесут издалека башни? А я считаю... Спелорезки позакрывали ёбла гуманитарные. Раскудахтались, блядь. Чтоб вы понимали, бездари, все сделано правильно. По инструкции. По ГОСТу нахуй. Стоят пиздят с умным видом, а в голове нихуя кроме залупы не было. Запихните ваше мнение себе в солнечное очко. Тут нет места мнению, тут роли точный расчет. Я считаю то, я считаю это, чтоб я такого от вас больше не слышал. Запомните, пидорасы, в присутствии инженера считать имеет право только калькулятор. Позорник, забулдыга, чертила блядски. Ничегошеньки тебе нельзя доверять. Я уверен, что даже если приказать тебе обосраться, ты засрешь все вокруг. Даже небо, даже ходое. Но только не свои портки. Дружище, ты же долбопирожок с начинкой скудоумия. Зачем ты лезешь туда, где нужны мозги? Еще раз повторится такая пизда-пьеса, я научу тебя танцевать анальный брейкдэнс на молоте рока в добровольно-принудительном порядке. А пока... Ладно, хватит уже с тебя. И так уже стоишь весь остудокрасный. Вождь, нихуя ему не стыдно. Беги нахуй. Да начнется пидорский шабаш. Уважаемые гнилые пидорасы, сегодня мы должны решить, как сильнее поднасрать всем в этом мире. Есть какие-нибудь скотские предложения? Предлагаю проникнуть на хлебопекарни и добавить во всю выпечку изюм. Да не, мы уже травили зерно. Надо придумать что-то новое. Ну тогда, может, проанонсируем переиздание всей любимой игры детства, а потом жиденько обосремся, наплевав на все обещания и чувства фанатов? Не, боюсь, это уже сделали до нас. Я знаю! Давайте заменим все пиво на безалкогольное! Чел, ты... Тебе не жить надоело! Это работник Толя, и сейчас он пойдет въебывать, ведь так, Толя? Я пойду в кабак, а ты пойдешь нахуй! Но, Толя, как же так? Без труда не вытащишь рыбку из пруда. А я не рыбак, мне даром эта рыбка не сдалась. Очкую себе засунь! А как же терпение и труд? Они ведь все перетрут, Толя. Набить мне ебало трудно. Тебе понадобится много терпения. Без меня как-нибудь перетрут. Толик, еболик, да остановись же ты, алкоскот ебучий. После работы выпьешь. Делу время, потехе час. Пить моя работа! Ребята, я гений! Мы вот долгое время пытаемся наладить диалог с этими ночными толерантными долбоебами из леса, но каждый раз обсираемся еще на стадии приветствия. Ну а хули стоит передо мной существо, выглядит как мохнатое ебанько, срущее на болоте в 1/11 каждую пятницу, а просит называть себя агендерным осадным глифометом. С такими общаться-то вообще... Неудивительно, что все пиздюлями кончается каждый раз. После долгих сомнений, осмыслений и пивопотреблений я пришел к просветлению. Смотрите, у каждого так или иначе есть хуй или пизда, каким бы некроарахнидом себя тот не считал. Прави быдло, ну так-то по фактам. Поэтому считаю уместным обращаться ко всем не иначе как пиздобратья или хуебратья. Так мы можем наебать систему и обойти всю эту гендерную шизофазию. А что? Звучит правдоподобно, вот. И вообще, Закзи, подожди-ка. Во-первых, ебучее слово «братья» снова переводит вопрос в гендерное поле, а гендерные поля нынче даже опаснее рисовых. Во-вторых, как ты к этой херне вообще пришел? Опять что ли думал там мелкий засранец? И телеть тебе вне очереди за тупую идею и преступный мыслительный процесс? Вот как всегда. Хотел как лучше, а получил по ебалу. У вас не получилось устроиться в Лордероне, и вы решили податься на родину? Да?
Тогда вы должны понимать, что наши требования на порядок выше, чем там. Для работы у нас вам требуется очень серьезная квалификация в сфере... В клубе, хоть в конусе. Я херов профессионал, взгляните на дипломы. Моя квалификация позволяет мне производить дефекацию на любые требования, мне все равно. Я лучше. Я не вижу диплома стадис, неуважаемая хуебрась. Сколько гендеров? Это знать надо! Это классика, блядь! А гендера от гендерфлюида отличаешь? Как это вообще связано с проектированием толчков? Иди на хуйню, персона блядская! Спрошу прямо. Темная или светлая? Резаная? О, да вы господин высокой культуры!